Вадим, привет! Рад нашей встрече. Будем общаться про язык Rust и про твою историю. Доброе утро. Доброе. Ты один из 50 участников команды Rust Compiler Team. И ты, мне Все правильно. кажется, единственный русскоязычный участник этой команды. Нет, я не единственный русскоязычный, но я единственный, который сейчас в России находится. Как ты попал в эту команду? А, Я некоторое время работал над компилятором, и после этого активно работал над компилятором, и после этого я попал в команду. Это было в 2017 году, тогда команда была совсем маленькая, и процесс был более а, такой спонтанный. В общем, работал, решили остальные члены команды добавить, добавили. Вот с тех пор и в команде. А ты в тот момент в Intel работал. А в семнадцатом году, да. Но когда я начинал работать над Rust компилятор, я не работал в Intel еще. А почему начал работать над компилятором? Тебе понравился язык? На самом деле, да, история с C++ началась. Это где-то в 2014 году, может быть. Да, нет, в 2013-2012. Я работал тогда как C++ программист. И я работал над одним проектом, который, в общем, мне не особо нравился, было скучно, поэтому я вместо самого проекта сфокусировался на изучении деталей языка, C++ тогда. А, Я тогда прочитал все эти книжки плюсовые, Мейерса, Александреску, Саттера и так далее, и так далее. И прямо проникся, и после этого начал еще читать рассылки стандарты C++. А, И через некоторое время чтения у меня возникло желание тоже поучаствовать. Но в случае C++ там порог входа такой, что прям очень высокий. Это надо ехать на face-to-face митинги куда-нибудь на Гавайи. Вот, и, соответственно, нужно, чтобы тебя и работодатель спонсировал, и прочее, прочее, прочее. То есть очень порог входа высокий. Поэтому я начал смотреть, а что есть похожее на C++. Вот, и буквально на Википедии нашел Rust, и там были какие-то сниппеты кода, которые мне понравились, и я подумал, ну, почему нет, и начал изучать Rust Reference, который на тот момент был, и по сравнению с C++ стандартом он был прям очень в плохом состоянии тогда, и я начал файлить какие-то тикеты по поводу того, что там не очень понятно, и, в общем, со временем начал сам их фиксить уже в компиляторе. Но это год 2014 был. Но ты при этом на Расте ничего не писал. На тот момент нет, но, наверное, в 2015 году я первый раз попробовал что-то более-менее такое не игрушечное написать на нем. А как смотрел работодатель на твои увлечения open source? Intel в тот момент. В тот момент даже не Intel. В тот момент а, я, скажем так, когда начал этим заниматься, я работал над чем-то связанным с вычислительной лингвистикой в Академии наук, и потом еще год проработал над примерно похожей темой в поисковике. И вот я начинал тогда. И ни та работа меня не особо устраивала, поэтому я больше времени уделял, скажем, Расту, чем основной работе. И оттуда я достаточно быстро ушел, а потом я просто был без работы, скажем, ну, год, может быть, может, поменьше. И тогда я как раз занимался Растом усиленно. Без денег. Ну да, на то, что у меня было накоплено. А когда ты попал в Intel, они знали о том, что ты open source активист? Нет, нет, в Интеле на самом деле это вообще никому интересно не было. Там даже на тот момент, когда в каком, в 19 году тоже, ну, скажем, были там некоторые экспериментальные внутренние архитектуры процессорные в Intel, и, ну, которые достаточно хорошо стандартный LLVM backend поддерживали, и я Rust frontend к ним привязал, а, чисто чтобы посмотреть, что будет. И интереса это, конечно, никакого не вызвало. Может быть, сейчас Intel в Rust заинтересован, ну, по крайней мере, тогда и среди тех людей, которые я знал, это не особо интерес вызывало.
То есть у тебя был конфликт между основной работой и open source увлечением? Ну, скорее так, я просто над open source еще по субботам работал в основном. Вот. Ну и там по вечерам, может быть. А ты не пытался их убедить в том, что это правильное направление, стоит этим заниматься? Нет, в Intel нет. И даже не пытался? Или они не хотели? Ну, я как бы рассказывал то, что я делал, но я не видел интереса. Активно я не пытался, нет. Это больше было хобби для себя, чем что-то, что я хотел бы делать на работе. А потом ты попал в Huawei. Ну да, вот сейчас на самом деле хобби превратилось в работу, и я не уверен, что это прямо хорошо. То есть, да, 50% хорошо, 50% плохо, скажем так. Почему плохо? М, Потому что когда хобби превращается в работу, то исчезает хобби. То есть тебе сейчас начальство говорит, что делать в твоей Rust-активности? Да, да. У нас есть какие-то конкретные задачи, какие-то конкретные проекты, и это не то, как когда я работал чисто над open source, что мне сегодня захотелось сделать, то я и сделал. А, Что-нибудь захотелось бросить, я бросил. Никаких долгосрочных планов, чисто ну, на уровне хобби. Я знаю, что лидер команды Rust Compiler Team работает в Huawei в Англии. Так? Дэвид Вуд имеется в виду? Дэвид Вуд, да. Он уже не работает в Huawei, он в прошлом году в ARM перешел, но он по-прежнему над Rust работает, да. То есть получается, что Rust такой проект, который является важным для Huawei. Ну, сейчас вообще да, поскольку у нас и в прошлом году финансировался проект, и в этом году финансировался проект, связанный с Растом, то да, в какой-то мере важен. А как это... Мне интересно, какие в этом случае можно метрики или цели поставить человеку, который в open source контрибьютит? Что от тебя может хотеть руководство в этой сфере? А, ну, скажем, есть какая-то команда, которая использует Rust, и которые реально пытаются делать что-то полезное на нем, скажем, для мобильной платформы. Вот. И в процессе работы у них возникают требования, пожелания, и они могут это сформулировать как задача для нас. И мы, соответственно, как команда следующего уровня уже удаления от основного пользователя, делаем то, что хочет команда того уровня, которая уже делает что-нибудь более-менее приближенное к реальности. То есть Huawei решает, что ему нужно в Rust в следующей версии иметь какую-то дополнительную фичу. Они эту фичу приносят к вам, и вы пытаетесь ее продвинуть в open source продукт. Но в случае прошлого проекта, да, так и было. И open source это принимает и говорит, да, да, окей, мы возьмем. В целом, да, те фичи, которые в прошлый раз мы работали в прошлом году, они, да, полезны, они, в общем, входили и в планы open source, просто не было рабочих рук над тем, чтобы их делать, и не было достаточно высокого приоритета, поэтому у нас тут возникла такая синергия между тем, что хотят в компании, и тем, что хочет open source. Это удачно. И часто так происходит, такая синергия. Ну, в целом в этом году тоже произошла, то есть все достаточно хорошо. А другие компании тоже так делают? Google, например, ведь это же он вроде бы автор. Сори, это не он, это Mozilla, да, автор Раста. Откуда он Да, пришел? Mozilla автор Rust, но сейчас они мало Rust занимаются. Их основной проект, на котором они Rust развивали, это движок браузерный Servo. И он в какое-то время умер, потом ожил, и вот сейчас ожил, но я не уверен, что на самом деле Mozilla теперь им занимается. Может быть, просто финансирование откуда-то еще, и просто комьюнити над ним работает. А со стороны Mozilla я не уверен, что сейчас большие какие-то инвестиции в Rust есть. А Google, да, Google и Amazon, у них там в AWS инфраструктура виртуализации работает. Как бы тот слой, который их облако поддерживает, он в значительной степени от Rust зависит. И ты видишь оттуда приходящие запросы и поддержку при разработке? У них есть команды, которые Rust занимаются, другие члены компиляторной команды, например, достаточное число сидит в Амазоне, да.
И они, получается, свои фичи пытаются протолкнуть, разрекламировать, Да, заимплементировать. ну, Нико Мацакис, например, который, ну, можно считать основной даже автор языка, второй человек в проекте изначально после Грейдена, но я бы сказал, это человек, который наибольшее влияние на язык оказал, он сейчас работает в Амазоне, и, в общем, приоритеты проекта, я бы сказал, повернуты в ту сторону сейчас. Мгм. Потому что все-таки персональное влияние сохраняется, несмотря на то, что сейчас гораздо большее количество игроков. А у вас есть какие-то митинги, где вы сообща принимаете решения, что делать, что не делать? А, Есть процессы, но они в основном асинхронные, когда в основном все делается через пропозал, и кто-нибудь пишет пропозал, потом а, он номинируется на рассмотрение команды, и люди из команды потом его асинхронно смотрят и что-нибудь комментируют. Да, нет, одобряю, не одобряю. А это открытый публичный процесс? Это публичный процесс. Все либо на GitHub происходит, либо на Zulip сервере. Zulip это такой что-то типа Дискорда, только другой, который в основном используется как такой для синхронного общения во время разработки. Телеграм не используете? Раз проекта. Нет, но на самом деле русскоязычная комьюнити есть в Телеграме, но в основном не используется. А ты когда в Huawei переходил, ты ожидал эту поддержку своего увлечения или так сложилось случайно? Нет, нет, я работал совершенно над другими вещами, и я совершенно не ожидал, и тогда в режиме хобби Rust был, и я примерно так и ожидал, что он так и останется. А потом к тебе начальство пришло и сказало: мы знаем, что ты занимаешься растом, давай участвовать. Ну, в целом, да. М, на самом деле не непосредственное начальство, а в Европейском ресерч-центре а, Хм. как бы начали делать команду, которая все это будет делать, и они меня со мной контактировали как с членом компиляторной команды, а не как с сотрудником Huawei. А тут внезапно оказалось, что я уже сотрудник Huawei, поэтому не надо меня хайрить и прочие сложности. Слушай, мне кажется, это очень удачное такое стечение обстоятельств. Я думаю, те, кто нас слушают, они во многом завидуют такой ситуации. Может быть, да. Но я был бы 100% окей с ситуацией, когда я продолжал бы это делать как хобби, а не как работу. Многие говорят, что это невозможно совмещать open source и основную работу, потому что на основной работе ты проводишь 8 часов времени каждый день, и когда найти время на open source, тем более на серьезный open source? По субботам А семья, дети? У тебя есть семья, дети? нет пока. Вот многие говорят, что при появлении семьи и детей все это, весь open source можно перечеркнуть. Да, да, я так и ожидаю, что так произойдет. Мгм. Ну, либо нужно искать такую компанию, которая бы поддерживала это Ну направление. да, да. В Huawei же много других, я так понимаю, open source активностей, где... Да не только в Huawei, в больших корпорациях. Мгм. Просто нужно найти, я так понимаю, просто тех людей, которые заинтересованы. Видишь, тебя они сами нашли, да? Да, но я бы не сказал, что я как-то заинтересован специально пушить Rust активно. Если будет возможность, хорошо, если нет, тоже нормально. А тебе не хотелось свой язык сделать? Все-таки ты сейчас сконтрибьютишь в чужой проект. Это проект, ну, то ли Mozilla, то ли Google, то ли, не знаю, Huawei даже, но все-таки это не твой проект. Нет, это не мой проект, и это хорошо. Я не такой человек, который хочет делать что-то новое. Я такой человек, который хочет что-то, что уже работает на 80%, доводить до совершенства. Ну, а если бы ты вдруг представил себе, что можно сделать новый язык, у тебя были бы идеи, как это сделать, как бы он выглядел? Или тебя Rust устраивает? Нет, раз устраивает. Я даже не стал бы думать. Ты знаешь, я читаю периодически статьи, где люди говорят о том, как они попробовали Rust, попрограммировали на нем несколько лет, а потом возвращаются обратно в C++ и пишут об этом блог-посты, рассказывают, какой ужасный Rust и как нужно возвращаться.
Ты читал такое? Да, по-моему, что-то читал такое. Последнее, что я читал, было про game development, и они вернулись не на C++, а на C-Sharp из-за Unity. То есть не из-за языка самого по себе, по большей степени, а из-за а, как бы поддержки всей инфраструктуры. А что в расте такого, чего людям не нравится? Что их отталкивает? Ты как человек изнутри скажи. Порог входа, я бы сказал. То есть сложнее написать сначала что-то, что работает, постоянно натыкаешься на какие-то ошибки, которые непонятно как чинить, надо думать, что-то разбираться, в то время как в C++, в C, в общем, можно написать, оно может быть не работающим в каких-то крайних случаях, но оно будет работать в хорошем случае в 80% кейсов. Ну, а если они уже вошли, допустим, возьми программиста типа меня, который год пописал на расте. Вот что в этом случае мне может не нравиться, как тебе кажется? Что продолжает отталкивать людей? Ну, в этом случае может отталкивать Rust, если он применяется не для своих основных целей, не в своих основных направлениях программирования. То есть он, например, не подходит для какого-то прототипирования быстрого. Там, где надо что-то накидать, то, что м, заткнуть, грубо говоря, паниками, абортами все, что не работает, э, не обращать внимания на какие-то плохие случаи, по-быстрому поэкспериментировать, возможно, менять программу на лету, как это позволяют всякие языки, которые сейчас для машин-лернинга используются, типа комбинации питона с каким-нибудь environment, типа, как это называется, а, забыл уже. В общем, они такие интерактивные environment для exploration. И я не думаю, что Rust вообще подходит для этой штуки. Плюс какой-то, может быть, фронт-энд, совсем application level программирования, где надо нанять быстро людей дешево, много, очень быстро их подготовить, и чтобы они генерировали очень много кода, а качество, в принципе, не особенно важно. Главное, чтобы как-то работало и в продакшн. У меня такое ощущение, что макросы в расте это такая точка сложности для многих. Особенно макросы 2.0, о которых ты рассказывал не раз на конференциях. Кажется мне, что это усложняет. Я не думаю, что сейчас на практике макросы 2.0 это то, на что люди жалуются, потому что их мало кто использует. Они нестабильные, они только на Nightly доступны версии компилятора, поэтому мало кто с ними сталкивается. Люди в основном сталкиваются с макросами старой версии, которые, в принципе, уже были почти готовы в версии 1.0, и с тех пор ими особенно никто не занимался, поэтому, ну да, они работают, они есть, люди их используют, когда остальные средства языка не хватает их. И в каком-то виде есть. Они не очень красивые, но работают. И пока никто особенно не инвестировался в то, чтобы это принципиально улучшить. А вот эта концепция ownership памяти, она, мне кажется, тоже многих напрягает, поскольку она непривычна. Но это одна из основных частей вот этого порога входа. Мгм. А тебе это сразу было понятно? Ну, наверное, сейчас вспоминать тяжело, как ты тогда это воспринимал. Да, да, уже сложно. М. Я тем более переделал в качестве первого более-менее м, крупного размера проект, который был до этого на C написан, по-моему, может быть, с элементами плюсов. И там, конечно, все на сырых указателях было, поэтому переделывать было немножко сложно под borrow checker, потому что всякие глобальные мутабельные данные, вот это вот все, типичный стиль C-программ. А, я думаю, человек, который привык работать так, он а, будет сложно перестраиваться. Но, тем не менее, переходят многие на Rust. Я даже слышал, что Linux ядро вроде бы планируется переписать на Rust целиком. И даже слышал такие слухи, что вроде бы даже Huawei занимается таким проектом. Вот про Linux я не уверен, про само ядро. Они пока планируют драйвер, ну, инфраструктуру какую-то в ядре, чтобы можно было отдельные изолированные драйверы писать на Rust. Но само ядро нет. Я не думаю, что это в ближайшие 5-10 лет
Может быть, потом в отдаленном будущем, но сейчас только драйверы. А как ты думаешь, это было бы полезно, такой переход сделать? Не уверен, не уверен. Может быть, на очень долгосрочном периоде, но сейчас это большой проект, который используется везде, и на ходу его переписывать на другой язык. Я не сказал бы, что это практично. Но давай представим себе. Есть люди, которые новые операционные системы какие-то экспериментальные делают на расте заново. А, Может быть, тоже в очень долгосрочном периоде какая-то из них заменит Linux. Вот такой вариант, мне кажется, лучше, чем переписывать тот проект, который уже десятилетиями работает, отлажен, и у них налажены процессы, в том числе с людьми, которые не хотят учить Rust, в том числе. И я не думаю, что туда стоит вмешиваться с новым языком. А драйверы почему были выбраны? Потому что это изолированные куски ядра, которые по минимуму взаимодействуют с, собственно, всем остальным. То есть есть какой-то интерфейс, а в остальном драйвер он сидит отдельно. Ну а если представим себе, что речь идет только о технической целесообразности. Представь себе, что у нас есть бюджеты, есть люди, есть все участники процесса, есть время на это. Было бы это правильно иметь ядро Linux, написанное на Rust, как вроде бы языке лучшим по своей безопасности, чем на C, как это было раньше? Да, может быть, может быть. Там могут быть проблемы с тем, что, скажем, Linux использует свою модель синхронизации атомиков, ну и не только атомиков, всякие штуки, которые очень сильно завязаны на то, как сишный код простой преобразуется в машинные инструкции. Например, для того, чтобы процессор а, строил зависимости по данным, очень похоже на то, как это написано в коде на C. Я не уверен, что такие места можно будет прям написать также на Rust, но я думаю, можно попробовать. Я когда пишу на Расте иногда и пытаюсь разобраться, как работает какая-то часть стандартной библиотеки, и захожу вглубь кода, то очень быстро дохожу до места, где написано unsafe. И дальше читаю обычный unsafe код, который игнорирует все растовские ожидания о безопасности. И тут же пожимаешь плечами и говоришь, ну вот вам, конечно, где ж тут Rust, это обычный язык C, обычное низкоуровневое программирование. И вот за это я слышал, тоже ругают Rust. Говорят, что он снаружи как будто бы безопасный, как будто бы все правильно сделано в области памяти. Но когда начинаешь копать чуть глубже, то понимаешь, что внутри это тот же C. Ну, это как в C, если заглянуть в какой-нибудь глиб C, ты там увидишь не C, а ассемблер вообще. Это значит, что C — это плохой язык программирования, и надо все на ассемблере переписать. Нет, на самом деле все это изолировано под безопасными интерфейсами в случае Rust или под C-интерфейсами в случае C, а unsafe или ассемблер существует только на самом нижнем уровне, где надо взаимодействовать с железом, например, или с вызовами операционной системы. И поэтому все инкапсулировано. Но на уровне приложений в Rust unsafe считается дурным тоном. Обычно, да, обычно его мало. Ну, бывает, но мало. Если что-то происходит, то понятно, где искать, по крайней мере. Но если свою библиотеку будешь делать и выкладывать ее в open source, и там внутри будет unsafe, то, я думаю, будет возражение у комьюнити. Частенько. Или нет? Да, даже чрезмерная была история с какой-то проект, может быть, пару лет назад. Веб-движок, что ли, человек делал. Axum, что это было вообще? А, я уже не помню точно. По-моему, какая-то замена. Ну, короче, веб-движок. И человек использовал достаточно много ансейва, иногда не всегда а, уместно, и в результате на него вылилось какое-то большое количество хейта, такое, что он, по-моему, на некоторое время вообще перестал заниматься разработкой. Ну, это лишнее. Вот у меня была подобная история. Я пытался что-то сделать, чтобы это работало быстро, и понял, что мне нужен ансейф. Но мне очень помогли инструменты, которые в Расте, например, Clippy,
который активно контролирует разработку и активно мешает разработчику совершать ошибки. И мне кажется, что в Rust во многом его популярность обусловлена наличием таких классных инструментов типа Cargo, типа этого Clippy, типа Rust Formatter, которых нет в C++ комьюнити, как будто бы. И так ли это? Чувствуешь ли Да, ты? да, Да? Cargo и Crates.io по сравнению с C++, ну, по крайней мере, C++ образца несколько лет давности, когда я с ним работал, это прямо небо и земля. Некоторые ругают наоборот, что это приводит к эффекту JavaScript, когда какие-то функции, типа это нечетное число или нет, ведут к зависимости на библиотеке. Но в целом, мне кажется, это прям на порядок величины улучшения по сравнению с тем, что было раньше. И очень нравится форматирование в Rust. Мне кажется, в других языках я такого не встречал. Я очень полагаюсь на Rust форматер. Я пишу так, как я пишу, и после каждого коммита, перед каждым коммитом, точнее, я делаю Rust FMT, и он делает так правильно, как я бы руками не сделал. Да, да, но он, например, фигурные скобки оставляет на той же строке. Это радует людей, которые любят плотный стиль кода. Но я встречал людей, которые прям принципиально за фигурную скобку на следующей строке, чтобы код был такой, а, Apache Style. скажем так, воздушный. Вот, и они прям плюются. Плюются. Ну, раз форматы тоже конфигурируемый. В общем, я не уверен, что он конфигурируемый на стабильном канале сейчас, но если очень надо, то можно. У вас интересная разработка организована. Я посмотрел, как pull-реквесты принимаются. У вас есть собственный робот, как-то он называется, Борс, по-моему, который слушает вас, и вы с ним разговариваете. Этот Борс, он написан командой Раста? Да, в команде Rust есть люди, которые инфраструктурой занимаются, и такие штуки поддерживают они, да. Борс очень старый бот, его еще во времена Mozilla написали году в 15-м, но с тех пор он, конечно, развился сильно. Основная цель его — это мержить pull реквесты в той ситуации, когда их много. То есть допустим, несколько десятков в данный момент одобренных pull-реквестов, и надо, чтобы мастер всегда проходил тесты, поэтому pull-реквесты надо мержить по очереди, но между ними могут быть конфликты, поэтому этот борс, он просто организует очередь и мержит все по очереди. Ну и позволяет делать так называемые роллапы, когда несколько pull-реквестов собираются вместе и мержатся как один. Но, кстати, с этими роллапами интересный момент. Кроме тестов на корректность, есть еще перформанс-тесты. Вот, и когда случается роллап, когда 10 разных изменений собираются вместе, и они а, проходят потом перформанс-тесты и показывают регрессию, этот борс разбирает все на индивидуальные pull-реквесты и уже тестирует перформанс на каждом из них, чтобы понять, где источник. Потому что на тестировании на корректность мержи блокируются, а на тестировании на перформанс они не блокируются. То есть мы можем замержить что-нибудь, что замедлит компилятор, но не сломает. И вот это потом уже тестируется постфактум. Угу. И если нам что-то не понравилось, мы делаем откат, Да, да. убираем из мастера, да? Ну или если быстро удается пофиксить, то фикс заливается. Угу. Интересно. А у вас билд, я смотрел, занимает порядка часа. Тот, который GitHub билд, GitHub джобы. Причем их у вас совсем немного, там 5 штук, по-моему, которые GitHub проводит. Но они длинные, по часу. У вас не было проблем с этим? Не было желания ускорить? Все-таки часовой билд это долго? А, Я расскажу, что это такое. Это короткий билд, на самом деле, который тестирует только на основных платформах и позволяет быстро выяснить, сломалось что-нибудь или нет, потому что не все разработчики тестируют локально, все-таки это время занимает локально и ресурсы, поэтому люди просто пушат, открывают pull request, и CI запускается и смотрит, не сломалось ли что-нибудь по-быстрому. А полные тесты занимают часа 4, и
в несколько десятков параллельных джобов. То М. есть это очень дорогое удовольствие, которое, по-моему, сейчас Microsoft спонсируется, ну, GitHub, поскольку их, этот CI тоже гитхабовский, но некоторыми отдельными еще, если надо на своем железе, ARM, по-моему, еще железо предоставляет, но я не уверен насчет деталей. То есть вот этот час, который бегает на CI, на гитхабовском CI, до одобрения pull реквеста, это просто такая быстрая попытка э, протестировать самые популярные сценарии. А как вы чекаете перформанс на ну, с высокой точностью? Ведь каждый раз, каждый билд это новая машина, новое железо, новый environment. Вы можете сильно ошибаться. По крайней мере, у нас такая проблема есть. Мы сегодня собрали с одной скоростью, завтра это может быть на 100% влево или вправо. Да, 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 это вот такие машины используются для CI на корректность, насколько я понимаю, они не очень предсказуемые. А для перформанс-тестинга есть отдельная выделенная машина, физическая, на которой специальным образом настроена, там всякий гипертрейдинг отключен и а, не ASMR, а SLR, вот, который вносит рандомность в замеры, и на ней запускаются вот эти вот бенчмарки, стандартный набор с достаточно высокой производительностью. Ну, понятно, что там а, время, замеренное в секундах, оно все равно гуляет, время, замеренное в циклах процессора, тоже гуляет, хотя немножко, а время, замеренное в instruction каунтерах, оно достаточно хорошо и стабильно, и шум у него небольшой между запусками бенчмарка без изменений, а запуск бенчмарка с изменениями, ну, достаточно хорошо показывает, что изменилось. А как часто бывает, что билд большой, тяжелый, фейлится, при том, что предварительный билд был зеленого цвета? Часто, часто бывает с изменениями в основном, которые какой-то платформенно-специфичный код затрагивают. Например, человек протестировал на Windows и Linux, а на Mac оно сломалось. И, по-моему, быстрые тесты на Mac не бегают. Или Мгм. какой-нибудь WebAssembly сломался. Вот. Мгм. Тогда надо идти и фиксить на уже тех отдельных платформах. А у вас много тестов, юнит-тестов? Такой вопрос дилетанта. В компиляторе юнит-тестов нет немного. Тесты в основном интеграционные, то есть мы берем кусочек кода прямо на расте и запускаем на нем компилятор. И тестируются ошибки, которые на нем возникают, или то, что он компилируется успешно и запускается и выдает то, что надо. То есть прямо юнит-тестов, которые сидят внутри компилятора и тестируют какую-то отдельную функциональность, на самом деле нет, не очень много. Хм. Но это определенный дискомфорт для программиста создает, потому что мне тогда приходится запускать все интеграционные тесты при каждом изменении, которое я вношу в компилятор. Ну, там есть фильтры, поэтому можно тестировать то, что хочется. Но в Мгм. целом, да, желательно, конечно, запускать интеграционный тест. А так все компиляторы пишутся или это специфика раста? Отсутствие таких юнит-тестов. А, Когда я последний раз смотрел в Clang, я вот даже не помню. Нет, там, по-моему, юнит-тесты есть. Может быть, даже большее количество, чем в Rust, но там тоже очень много интеграционных, которые просто компилируют какой-то кусок кода, они тестируют то, что существует внутри компилятора. Мгм. По поводу GCC не уверен. Когда открываешь GCC, там вообще непонятно, что происходит, и где там тесты, а где не тесты вообще. Мы буквально пару дней назад на одной конференции получили вопрос, который обсуждали, и не смогли прийти к единому мнению. Для молодых программистов, для начинающих, полезно было бы контрибьютить в большой open source компилятор типа Rust-C? Или это активность, которая не только им не поможет, но и навредит, потому что они столкнутся с тем, что ты вот сейчас упомянул, GCC, столкнутся с таким кодом, в котором трудно разобраться, у них опустятся руки, и они в итоге поверят в то, что весь open source такой. Да, я как раз тоже вспомнил этот момент на конференции, поэтому я вспомнил GCC, и это на самом деле проект, куда не стоит лезть
если хочется познакомиться с open source, потому что там не только сложности с кодом, но там сложности и с процессами. У нас есть люди, которым надо коммитить в GCC, потому что есть некоторая совместная работа с Rust тоже, например, GCC backend для Rust компилятора. Вот. И в некоторых случаях они ждут месяцами, пока их изменения зальются. А, То есть между open source проектами есть различия не только в коде, но и в процессах. И, скажем, в LLVM или в Rust процессы на порядок лучше, чем в GCC. Ну, на наш взгляд, возможно, ветераны из GCC считают свои процессы правильными и наиболее подходящими. А у вас сколько я буду ждать, пока мой pull request смержится? Я Примерно. думаю, порядка дней. Бывают другие случаи, все зависит от ревьюера. Ревьюер назначается автоматически, рандомом, и некоторые ревьюеры игнорируют свои обязанности. Вот. И могут тоже отсутствовать по месяцу, но через пару недель обычно можно уже делать пинг и просить кого-нибудь еще переназначить ревьюера, и тогда все произойдет быстрее. Но, как правило, это большая часть pull-реквестов одобряется в тот же день, а, и большая часть остальных, ну, если они готовы для мерджа, одобряются в течение недели, может быть. А у вас большое количество новичков-контрибьюторов? Да, да, очень большое. Я бы сказал, но они в основном ориентируются на диагностике, и я бы сказал, что половина вообще фронтенда Rust компилятора это чисто про диагностику. И, наверное, значительная часть из этого написана новичками, которые пробуют просто что-нибудь закоммитить в компилятор, а, потому что это такая штука, которой можно прийти, закодить что-нибудь и уйти. Вот. Но мейнтейнерам остается жить с этим, потому что вот эта половина компилятора, которая про диагностику и которая написана новичками, она еще неизвестно, куда лучше смотреть, туда или в GCC. А что такое диагностика, я не пойму. О чем это? Это когда мы репортим какие-то ошибки, вот произошла А, ошибка компиляции. А, он пытается объяснить, почему, да? да, да, для отдельных случаев каких-то компилятор пытается объяснить, что именно происходит, предложить какие-то сажешины. И у нас была недавно дискуссия по поводу AI в компиляторах, и это вот как раз та область, где, я думаю, наиболее заместим людской труд AI, потому что это, грубо говоря, огромное количество изолированных всяких эвристик, которые что-то вот смотрят на код, на окружающий, применяют какую-то эвристику и что-то предлагают сделать или объяснить ошибку. Мне кажется, более продуктивно такую штуку было бы положить на AI, но тогда мы лишаем новичков источников входа в open source. А как они улучшают эту диагностику? Они видят где-то у себя кейс, который случился, понимают, что раз недостаточно подробно рассказывает и предлагают туда внутрь для именно этого кейса дополнительные тексты? Так? Да, как-то так и происходит. Половина тикетов, может быть, на GitHub, которые на ростце зафейлены, они как раз про диагностику. Вот в таком-то случае такая-то ошибка объясняется недостаточно хорошо. Люди смотрят на тикеты или находят сами что-то, что им не нравится в выводе, и фиксят. Прикольно. Rust в этом смысле очень, мне кажется, качественный компилятор. Он прям подробно рассказывает и очень помогает. Но этого не отнять. Он, хотя трудно для мейнтейненса, но для пользователя это на самом деле хорошо. Очень большое количество случаев специальных, особенных, вот когда там ты в if написал то-то, а в else то-то, и оно как-то между собой совпадает. Покажи специальную диагностику, они покрыты именно вот такой работой. Я буквально пару дней назад пытался изучить TypeScript, и те ошибки, которые выдает компилятор, они совершенно нечитаемые. У меня просто ничего не получалось. Они длинные очень, огромные, там у них система типов такая развитая, и он пишет мне
тексты величиной с полстраницы, я совершенно не понимаю, как здесь что поправить, а в итоге оказывается, что поправить нужно, добавив просто один символ в одном месте. Вот Rust, он как раз этот символ мне и покажет. Обычно так. Да, да, обычно показывает. Мгм. И это По крайней диагностика, мере, да. в распространенных случаях, более-менее, с которыми люди встречаются на практике. Ну или люди с большим энтузиазмом, которые встречаются не очень часто, но все равно видят, и у них возникает желание исправить. А вы быстро релизите в итоге? Если я, как новичок, выложил что-то в вашу диагностику, добавил туда, как быстро я увижу это у себя на компьютере в моем Rust-компиляторе? 6-12 недель. То есть релизы раз в 6 недель происходят по расписанию, ну, вне зависимости от того, что какие фичи попали в релиз, какие нет, они просто по расписанию выходят. Мгм. И в течение 6 недель, соответственно, свежезамерженная фича попадает в бета-канал, и еще через 6 недель в стабильный канал, в стабильные релизы. Ну, либо я могу nightly билд взять Да, и в Nightly билде оно окажется вообще в сразу. течение суток. Мгм. Мгм. Я знаю, что многие работают на этих nightly билдах и особо не напрягаются на этот счет. Ну, нет? Были опросы ежегодные на эту тему. На самом деле сейчас гораздо меньше, чем раньше, и число людей, которые работают на Nightly, оно уменьшается. Мгм. Но да, какая-то доля, конечно, работает на Nightly. А Nightly часто используется в CI, просто чтобы проверить, не сломается ли что-нибудь на следующей версии компилятора. Мгм. И это скорее тестирование для самого компилятора, чем для проектов, но многие проекты гоняют именно на Nightly, чтобы увидеть какие-то проблемы возможные в будущем и зарепортить их, если они случаются. А как тебе кажется, у вас дружелюбная комьюнити по отношению к новичкам или токсичная? Так, честно скажи. Я думаю, дружелюбно, потому что по сравнению со многими другими, ну, может быть, с Linux, например, там труднее найти ревьюера, и большое количество патчей отвергается. У нас, в принципе, процентов 80-90, наверное, мержится после, возможно, переработки, потому что у нас достаточно такая дружелюбная позиция по поводу мержа, а, например, вот вещей для диагностики. То есть ты рекомендуешь новичку, Rust-программисту или тому, кто хочет стать Rust-программистом, к вам приходить и коммитить Да, да. в компилятор. Это достаточно такая дерзкая задача для новичка, сразу же отправить pull request в компилятор крупного языка программирования. Большинство испугается. Прям много людей это делает. Студенты в основном, наверное. А у вас есть какой-то бэклог, который можно было бы посмотреть и оттуда взять задачи, чтобы не выдумывать самому? Да, в трекере, бэктрекере, ну, на гитхабе, в тикетах, там есть лейблы, и часть лейблов, оно помечено как easy, то есть задача для новичка. Не все из них на самом деле easy, и можно наткнуться на то, что лейбл неправильный, задача на самом деле тяжелая. Но там еще есть лейблы типа ментор, то есть те тикеты, на которых кто-нибудь из мейнтейнеров готов менторить человека, если он будет готов работать над этим. Так что, я думаю, можно найти. А сколько ему придется сделать pull реквестов, чтобы попасть в эту официальную команду Compiler Team? Это интересный вопрос. А, на самом деле, в этом году, по-моему, были приняты какие-то официальные правила, и я, кажется, их даже читал, но я не помню. Просто достаточное количество, скажем так, чтобы человек стал заметен, что он работает не над какой-то одной областью компилятора, а может быть над несколькими, у него есть какая-то более-менее общая экспертиза. Тогда там есть два уровня членов команды, недавно переименовали. Одни как бы теперь члены компиляторной команды, и более высокий уровень — это мейнтейнеры. И вот
в первую категорию, да, надо работать какое-то количество времени, больше, чем над одной областью компилятора, и, а, может быть, одну какую-то нетривиальную штуку сделать. Мгм. И обычно этого достаточно. А в мейнтейнере надо делать это на протяжении более долгого времени, скажем, пару лет, может быть. То есть показать, что человек не только может делать, но он готов оставаться в проекте организационно и долгосрочно. Тогда он становится мейнтейнером. Но, Хорошо. скажем, права на мердж изменений в компилятор, они даются уже членам команды, которые не мейнтейнеры, а просто члены команды. Их Мгм. несколько десятков уже. 50 я считал. 50. Но из них мейнтейнеров может быть 15-20. Мгм. А скажи, что это человеку даст, кроме удовольствия? Что это тебе дало, кроме удовольствия? Многие это используют как улучшение резюме, например. Всегда, раз достаточно популярный проект, хайповый, можно что-нибудь накоммитить хорошее и написать в резюме. Я, например, одного из прям очень хороших контрибьюторов, членов компиляторной команды, он работал эффективно над компилятором, потом перестал, именно потому что устроился в хорошую компанию, в том числе на основе э, того, что он смог в резюме указать по своей работе над Росце, и я как это называется, короче, давал ему референс для будущего работодателя. Вот так тоже бывает. Ну, вполне себе. Часто спрашивают просто, что сделать, чтобы попасть на работу в хорошую компанию. Меня не берут, пишут, я пытаюсь, я хожу по резюме, по интервью, я показываю себя, но что-то меня не берут, не берут. Может быть, это путь на хорошую Может быть, позицию. может быть. А как долго это, как много времени это потребует у программиста? Как много? Ну, ты сказал какой-то срок, ты дал год, два, но это для мейнтейнера. А для того, чтобы что-то показать, как ты думаешь, для новичка, ему нужен месяц, ему нужно полгода? Сколько для того, чтобы в итоге в резюме показать себя как участника команды и активного контрибьютора? Активной работы, я думаю, полгода будет достаточно. И это full time? Или так же, как ты, по выходным и вечерами? А, То все от человека зависит. Некоторые талантливые студенты, они за час-два делают больше, чем сеньор-инженер с 10-летним опытом за день full time. Так что А как ты оцениваешь качество кода внутри вашего репозитория? Он же весь на расте написан, как я понимаю. И как ты оцениваешь, это качественный код или можно улучшать и улучшать? улучшать, конечно, можно. Формально он достаточно качественный, потому что на нем и линты самого компилятора проходят, и клипы регулярно запускается на нем тоже, но это не избавляет от проблем, скажем, более высокого уровня. А, о том, когда человек, не знакомый с компилятором в целом, например, что-нибудь напишет, что идиоматически делается по-другому. Вот, и такого, да, достаточно много, потому что много людей работает над компилятором, и многие из них не знакомы с ним детально. Ну и последний, самый важный вопрос. Ты при работе над компилятором AI используешь? Нет, я не использую. Надо бы, я уверен, что это было бы полезно, по крайней мере, в плане, а, может быть, создания заглушек для какого-то нового кода или для того, чтобы объяснять существующий код, но я э, слишком консервативный и вообще технопессимист, поэтому нет, я пока не использую. Но ты думаешь, что будешь использовать, или ты категорически отвергаешь это направление? Э, Не знаю, возможно, буду. Не категорически не отвергаю. Есть и такие, вот тот же ваш этот Дэвид Вуд, у него прям написано в GitHub профайле, что он категорически против криптовалют и AI. И то, и другое он Ну да. отвергает. Просто криптовалюты, блокчейн — это одно из основных направлений, в котором Rust применяется. И скажем,
на рынке предложений работы. Поэтому разработчикам очень часто приходят предложения о работе на каких-нибудь криптокомпаний в Арабских Эмиратах, и некоторым это не нравится. Возможно, Дэвид решил а, таким способом сделать, чтобы ему не писали, но я сомневаюсь, что это поможет. Но он против AI тоже, значит, он не использует никаких помощников. Ну да, но я не принципиально против, просто сейчас пока не А использую. пробовал? А, Нет, нет, я видел, как это делается вживую, но сам не пробовал. Интересно. Ну что ж, ну давай, может быть, последний дадим какую-то рекомендацию или приглашение, какой-нибудь призыв к действию тем, кто нас слушает. Может быть, позовем их в ваш репозиторий, пускай пишут. Да, конечно, пускай пишут. Это хороший способ как бы вкатиться в разработку компиляторов на легком уровне и добавить что-нибудь в те же диагностики, а потом осмотреться, какие другие части есть в компиляторе, когда уже человек знает, как компилятор собрать, как в него внести изменения и залить. После этого можно посмотреть на что-то побольше и сделать что-нибудь полезное уже в более существенных частях компилятора. Я нашим слушателям скажу, что у репозитория сейчас более 100 тысяч звезд на гитхабе и 5700 участников уже зарегистрировано, которые прислали какой-то код, внесли какой-то вклад. Это, мне кажется, огромное количество контрибьюторов, 5700. Это действительно подтверждает то, что ты говоришь, что много новичков туда приходит. Это, конечно, не core team 5700, это действительно многие из интернета, просто случайные люди. Мгм. Ну здорово, мы тебе по-хорошему завидуем и желаем процветания и проекту, и тебе лично. Да, Спасибо хорошо. большое. Спасибо, спасибо. Пока-пока.